Здорово всем, ребята, всем привет, с вами, как всегда, я Леха, канал Hardplay, и сегодня мы смотрим канал Чернец. Он так и не отписался, можно ли смотреть или нет. Начали мы со вторых звонков в 911 и в службу 112. Что вообще происходит, и где, и зачем, и почему. 377 комментариев мне написали буквально за 2 часа. Я попросил, ребята, оставьте ваши случаи звонков, наверное, в 112 или в службу спасения. Как вам ответили, все ли хорошо, и вообще приехали, как вообще службы, работают ли они. Ну, у нас таких нету, у нас все нормальные ребята. И я пока еще, честно говоря, не читал, но чувствую я, там будет просто разрывная. Пойдемте посмотрим первую часть. Ссылочку на канал я оставил, лайк я поставил. Так что я, если честно, с удовольствием посмотрю. 2 недели назад вышел ролик, но я очень хотел бы посмотреть, что же было в первой части. Причем это просьбы подписчиков, прям вот просят. И вообще мне самому интересно, потому что после второй части я остался под таким очень серьезным впечатлением и даже не хотел никак, если честно, комментировать. Напоминаю всем про нашего оранжевого партнера. Ссылочка, как всегда, в первом, правильно, закрепленном комментарии. Поехали. Всем приятного просмотра. Погнали. The address of the emergency. I need you to say the address. I can't understand you. No. Hello? Hello? Okay, this Hello? is 911. What's going on? I just shot everybody right now. You just shot everybody? Yeah. 911. Телефонный номер, спасший тысячи жизней. Пожары, аварии, преступления. I am about ready to kill my wife. Операторы 911 годами погружаются в чужое горе и при этом во время звонка всегда сохраняют спокойствие. Come on, I killed 2 people. Я лучше в самом начале просто сразу напомню то, что вот наша телега со всеми оповещениями, ребятки. Ссылочка на Boosty внизу в описании, там, где есть вся подробная информация вообще на все. И на все, что только можно, и на все, что только нельзя. Спасибо вам огромное. Спасибо, кто подписывается. Больше грузить не буду. Подписывайтесь на канал. И ссылочку, еще раз говорю, на Чернеца оставил внизу в описании. Подпишитесь, поставьте лайк обязательно. Поддержите человека в таких крутых видосах. I understand that, Don. Got that? Yes. Все обращения в службу спасения записываются. She's dead. Why are you saying that she's dead? She's dead. He ripped her apart. И сегодня я покажу вам самые страшные звонки в 911. What's the matter? Do you need an ambulance? Друзья, предупреждаю сразу, все звонки являются реальными. И именно поэтому могут вас шокировать. Поэтому сильно впечатлительным лучше не смотреть. Вот. А мы начнем. Что-то как-то поначалу у меня такое стойкое ощущение, что прям что-то очень жесткое. Прям очень жесткое. Нет? 11 июля 2014 года. Округ Юнион, штат Пенсильвания. 18-летние пацаны Дилан Лар, Тайлер Портер и Кифер Макги кидали камни с холма в проезжающие машины. Пацаны развлекались. Несколько раз промазав, они, наконец, попали прямо в лобовое стекло черного Ниссана. По словам Магги, после попадания в машину они очень радовались. Мы смеялись, бросали камни, а потом поехали домой. А пока ребята веселились, в службу 911 поступил звонок. Hi, I'm on the highway, Route 80. Something just came through my windshield and it hit my wife, and I think it went right through her head. Oh my God! Can you please get an ambulance somewhere? Can you track this phone? Where on Interstate 80 are you? Oh my God! What? Are you going east or westbound? We're going west. What kind of vehicle are you driving? We are in a Nissan Road. Something came right through the windshield, sir. Okay, what is your name, sir? My name's Randy Budd. The phone number you're Oh calling my from? God! Half her brain's gone. Oh my God! Oh my God! В тот вечер Что-то я немножко прям напрягся. А это ведь только начало ролика. вечер
Шерон Бат лишилась ребята решили в части камушки мозга, был разрушен. Она прошла через огромное количество операций и в итоге выжила. Все 3 парня сели в тюрьму. Кинувший Чего? камень Дилан Лар приговорен к 4 годам. Остальные получили меньшие сроки. 4 года всего. Просто 4 года. 4 года он выйдет, и все, и у него все хорошо будет. А вот женщина вот так вот этот. Вот оно все и правосудие. А Рэнди Бат, который вез жену в машине, не выдержал. Он выстрелил себе в голову. Хулиганы. Сама идея 911 довольно-таки проста. Когда вам нужно позвать на помощь, вам не нужно вспоминать, какой именно номер набирать. Есть единый номер, который легко запомнить. Кстати, что будет, если набрать 911 в России? Ведь в России единый номер это 112. Сразу говорю, не пробуйте. Не звоните, не шутите, потому что каждый шуточный случайный звонок отвлекает Да, это спасателя очень от важно. работы. Я вам и так расскажу, что будет. Если в России окажется иностранец, и ему понадобится помощь, он на автомате наберет 911. И в таких случаях будет включена обычная переадресация на номер 112. Поэтому в России действуют оба номера. Не знал. Предупрежу заранее, все звонки в этом ролике реальные, но в незначительной форме сокращены. Например, работники службы спасения должны очень много раз спросить адрес происшествия. Они должны сделать это в первую очередь, и переспросить, и перепроверить, чтобы знать точно, куда вызывать помощь. Моменты с уточнением номера или где просят произнести фамилию по буквам я сокращал. Операторы, принимающие звонки, обучены задавать конкретные вопросы в заранее определенном порядке. Оператор ни на секунду не должен поддаваться эмоциям. Он должен строго следовать инструкции. И неважно, кто позвонит. Человек, сломавший ногу, или преступник, Ну который да. только что совершил преступление. Прямо как в следующем звонке. Ванкувер, штат Вашингтон, 7 января 2007 года. I'm Dylan Peterson, and I just killed 2 people. Who did you kill? Matthew Nagel and Mrs. Nagel, I guess. Okay, and where are you at right now? I am at, And how did you kill them? Vancouver with a knife. Are they there too? Not anymore. Where are they at? Well, they're here physically, but they're not here, Просто spiritually. спокойно позвонил. Their bodies are there? Yeah. Заметьте, девушка-оператор разговаривает сухо, прямо, не поддаваясь эмоциям. Хотя прямо сейчас, в этот момент, она разговаривает с настоящим маньяком. Именно это, безэмоциональность оператора, выводит убийцу из себя. I Okay, killed well- 2 people. It's awful. Why did you kill them? Why? Uh-huh. Really? No. Come on. I killed 2 people. I understand that, You Dylan. got that? Yes. I killed 2 people. I Okay. killed them. Why did you kill them? Why? Yes. Because Because why? I was born to. Oh, You gotta be kidding me. okay. Give me a break. Where do you live at? Oh, awful. Awful. It's terrible. I call 911 and there's no cops here. Okay, I gave you the street, the cross street. I gave you everything, and there are Ну это people поехавший. dead, and it's bloody, and it's gross. okay. How long ago did you do this? Oh, poor Sandy just stopped breathing. Poor Sandy just stopped breathing. Poor Okay. Sandy. Poor Is anybody else there with you? No. No, there's not. But there's a ton of blood. I killed 2 people with a knife. You know what that takes? It takes a lot. Okay, do you know where the knife is right now? Ну это уже поехавшая Do you have реально. it on you? No. Okay. No. Оператор должен точно определить, какое оружие в доме и где оно находится. Передать эту информацию полиции, которая уже выехала, чтобы обеспечить безопасность полицейских. You think I'm shitting you? You really think I'm shitting you? No, I believe you, Dylan. I believe you. Yeah. Everything comes to an end, right? Everything. I killed 2 people. I killed them. Can't believe I killed them, but I did. I killed them both. It was me. Yeah. There's blood. Мне кажется, everywhere. у него с башкой реально там. There was a fight. It was terrible. I think the cops are here.
They want you to stay on the phone. Когда приехали полицейские, они обнаружили мужчину полностью в крови. Это был Дилан Питерсон, а также 2 тела с ножевыми ранениями. Позже выяснится, что он сам жил в этом доме вместе с теми, кого он убил. Его отправили в психбольницу, где подтвердили его дееспособность. Дилан Питерсон был приговорен к 57 годам заключения. В один конец просто. 75% звонков в 54. службу спасения абсолютно не связаны с угрозой жизни, здоровья или имущества. Просто какую-нибудь ерунду говорят. Люди как будто вообще не понимают, когда можно, а когда нельзя звонить в 911. Например, в 2009 году некая Латриша Гудман попыталась вызвать наряд в Макдональдс, потому что там закончились наггетсы. В 2006 году Лорна Дунаш позвонила в 911, чтобы ей устроили свидание с симпатичным офицером. Офицер приехал и задержал ее за ложный вызов. 45-летний Джон Триплот из Калифорнии за 2 года позвонил в полицию около 27 тысяч раз. Он объяснил это тем, что ему было одиноко, а звонок 911 бесплатный. Чего? 27 тысяч звонков в полицию. А разве что-то не так? Просто потому, что ему скучно. Ему выписали штраф. $1000. Однажды мужчина позвонил в полицию, потому что его сосед разгромил его снеговика на его же участке. А в отделение полиции Сиднея однажды поступил звонок от человека, который услышал в соседнем доме крики, а точнее мужские угрозы. «Я убью тебя! Ты труп!» Полицейские приехали и обнаружили, что он пытался убить паука. Очень эмоционально. Однажды девушка позвонила в службу спасения в Америке и Не, но в этом случае я соглашусь, что лучше перебздеть и вызвать. Я думаю, со мной многие согласятся. жаловалась, что ее парень не хочет на ней жениться. А другая женщина позвонила в 911 и сказала: «Помогите, меня сейчас арестовывают». Еще один случай, который рассказал один из операторов. Однажды мне позвонила женщина и сказала, что ее кот застрял на дереве. Я поняла, что она хотела, чтобы приехали пожарные и спасли кота, и уже собиралась начать. Слушайте, у нас, по-моему, тоже, да, приезжают, снимают с деревьев животных. Кот на дерево залез, но обратно слезть не смог. Хоть стекло я и разбил, но зато коту помог. По-моему, даже у нас в городе что-то такая карусель была. Где Барсик, 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 и кс-кс-кс-кс. Что-то такое было, что-то снимали, по-моему. То ли МЧСники, то ли пожарники. Начать объяснять ей, что такое бывает только в кино, но тут она добавила: «Потом мой муж полез за котом и тоже застрял. Никогда не звоните в службу спасения, Саша. просто так». Следующий звонок, если честно, один из самых жутких, что я слышал. А причина его появления вас удивит. Down for 911, where's your emergency? Oh, this is Sandy. 241 Rock Clement Road. What's the Send the problem? police. Send the police. What's the problem there? She's dead. Why are you saying that she's dead? She's dead. He ripped her apart. He ripped what apart? Her face? Everything. He ripped her apart? I think I'm gonna sleep. I think I'm gonna pass out. No, just breathe, okay? I'm gonna stay with you on the phone until they get there. Там происходит животные дикое, что ли? Please, hurry. Ну, это вряд ли про человека говорят. Oh my God. Shoot him! Shoot him! Sandra, stay in your car. Shoot him, please! Shoot him! В 95 году Джером и Санда Геральт взяли себе домой из питомника маленькую обезьяну. Маленькую обезьянку. Шимпанзе назвали Трэвисом. С ним обращались почти как с человеком. Он ел с хозяевами за одним столом, пил вино, ходил по магазинам. Когда один за другим умерли сначала Пил вино? муж, а потом сын Сандры, Трэвис стал ее утешением. Но в возрасте 14 лет у повзрослевшего Трэвиса стал сильно меняться характер. She's dead. Why are you saying that she's dead? She's dead. He ripped her apart. He ripped what apart? Her face? Everything. He ripped her apart? I think I'm gonna sleep. I think I'm gonna pass out. No, just breathe, okay? I'm gonna stay with you on the phone until they get there. Please hurry. Please, please. 16 февраля 2009 года. Коннектикут. Трэвис, которому было 13 лет, вел себя неугомонно. Shoot him! Shoot him! Sandra, stay in your car. Shoot him! Обезьяна выхватила ключи от машины и сбежала из дома. Сара позвонила своей подруге Чарли Нэш, попросила ее заехать к ней. На машине? Чего? Обезьяна на машине? Что?
попросить вернуть обезьяну домой. Нэш тоже знала Трэвиса с детства. Шимпанзе относился к ней дружелюбно, но в тот день случилось страшное. 90-килограммовая обезьяна напала на соседку. Разъяренный Трэвис за считанные минуты разорвал несчастную женщину. Сандра схватила нож и ударила по нему, но не реагировала. Понимая, что подругу уже не спасти, Сандра заперлась в машине и позвонила в 911. The chip killed my friend. What is the monkey doing? Tell me what the monkey... He ripped her face off. If the monkey moves away from your friend, let me know, okay? So we can try to help your friend. No, I can't. She's dead. She's dead. Шимпанзе причинил Нэш ужасные травмы. Он практически уничтожил лицо. Настолько сильный, что она просто перестала осознавать, что происходит. Полицейские попытались усмирить обезьяну, но ничего не вышло, они просто ее пристрелили. А самое удивительное в этой истории... Попытались усмирить обезьяну после того, что она сделала? Что Чарла Нэш выжила. Друзья, ее лицо превратилось просто... Вот я смотрю, это... Ну, это просто месиво. Это ужасно. Выжила? У меня уже несколько раз ролики блокировали на ютубе, поэтому я выложу фотки в телеграм-канал. Я даже трешак такой смотреть не буду, ребят. Кто захочет, посмотрите. Ну что-то это вообще пипец. Переходите. 90 килограмм. Подали в суд, требуя компенсации за ущерб здоровью. Хозяйка шимпанзе умерла в 2010 году, поэтому процесс затянулся. Тем не менее, близкие хозяйки обезьян возместили ущерб в $4 миллиона. А этот случай послужил причиной серьезного разбирательства. Конгресс США после нападения обезьяны принял закон, запрещающий держать приматов в домашних условиях. 90 килограмм. Это как мужик взрослый. 10 марта 2007 года. Полиция Обалдеть. обнаружила тело. Женщину Неопознанная жалко. женщина. Северо-восточный округ Мэрион. 6 февраля 2015 года. В Мэнсфилде пропала без вести Ребекка Лейси. Ее тело обнаружили через месяц. 16 августа 2016 года. Маньяк. Элизабет Гриффит пропала без вести. Город Ашленд. Стейси Стэнли пропала без вести 8 сентября того же года. И тоже в этом районе. У нее спустило колесо. Она позвонила брату в 22:47. И после этого звонка про нее никто ничего не слышал. В Маньячелло этом какой-нибудь. районе пропадают девушки. А значит, здесь орудует настоящий серийный убийца. 11 сентября 2016 года была похищена еще одна девушка. Ее имя не разглашается, поэтому будем называть ее Джейн Доу. Такое имя присваивается в США всем, чье настоящее имя не установлено или намеренно скрывается. 13 сентября. Почему спустя интересно? 2 дня. Почему интересно? Тоже какая-то история? Я только сейчас, кстати, подумал, то, что я вам забыл сказать, чтобы вы не забывали лайки ставить. Если вам нравятся видеоролики Чернеца, обязательно ставьте лайк. И мы с вами просто, я бы пересмотрел весь его контент. Это очень круто, он очень круто делает. Я сижу на одном дыхании и смотрю. Не забудьте. В службу Надо прочитать, да, эту тему. Почему именно Джейн Доу? спасения поступил звонок. 911, what is the address to your emergency? What's the problem? I've been abducted. Who abducted you? Sean Green. Шон. John Green? Рейд. Sean Great. Where's he at now? Asleep. Where's he sleeping at? In the bedroom. But you're at the laundromat? No, I'm in the bedroom with them. You don't know what color the house is? No. Please hurry. What's your phone number you're calling me from? I don't know. Is it an apartment? No, it's a house. Does he have a weapon? He's got a taser. Is he a white male or a black male? White. What's he wearing? Nothing right now. Okay, stay on the phone with me. Джейн находилась в одной комнате со своим похитителем. Она нашла его телефон и позвонила в 911. Шепотом она продиктовала всю информацию, а главное адрес. То есть полицейские уже выехали на место. Оставалось только ждать
и не издавать лишних звуков. Is he still sleeping? Yes. And if you told him you had to go to the bathroom, he would do something to you? Yeah, because he had me tied up. So are you tied up now? Well, yeah, but I kind of freed myself. Are they on the way? Yeah, we have officers we're sending. Please do not. You don't have to talk if you don't need to, okay? Oh, I woke him up. You just set the phone down. Are you still there? I'm a stalker. What? I'm a stalker. Do you hear any officers outside? No. Okay, they're in the area. See if they can come in the side doors. So, like... Are you laying down? No, I'm standing right by the bedroom door. And you can't open it? Это Затем просто началась охренеть. настоящая спасательная операция в прямом эфире. Оператор передавал информацию полицейским, те, в свою очередь, пытались вскрыть двери. I'm afraid without making noise. Can you see out any window that you're at? They're all curtains shut. Okay, I can hear them. You hear them? Ты прикинь, какая ответственность на операторе. It doesn't have a doorknob. You need to push. The door doesn't have a doorknob? Hurry up, get out of this. Where is he? Bedroom sleeping. Still sleeping? Полиция арестовала Грейта. В доме также были найдены тела Стейси Стэнли и Офигеть. Элизабет Гриффит. 42-летний Шон Грейт оказался настоящим серийным убийцей. Он был приговорен к смертной казни, которая должна будет произойти в 2025 году. Оператор R.A. Это просто... Это, мать его, это как, я не знаю, как «Заложница». Помните, фильм был? Вот то же самое. Херон проработала в качестве диспетчера службы 911. Блин, если меня автор канала слышит, пожалуйста, делай еще. Это вообще просто разнос. Это реально, это, ну... Это жестко. В течение 17 лет. Ее попросили поделиться опытом, рассказать интересные... Самое главное, может быть, операторы наши послушают, тоже что-то для себя как-то, да, услышат. Ведь есть же, кто с меня смотрит, тоже операторы из экстренных служб. Детали о работе. Вот несколько пунктов из ее слов. Местоположение – самое главное. Я могу вспомнить сотни случаев за всю карьеру, когда телефон отключался прежде, чем мы получали данное местоположение. Постоянно осознавайте место, где вы находитесь. Я часто проверяю себя. Проговариваю. Сейчас я на углу Фонтейн и Гольф Линкс. Или я направляюсь на восток по Хай-стрит. 90% из тех, кто испытывает остановку сердца вне пределах больницы, умирают. Сердечно-легочная реанимация помогает, но все же выживают только 45% тех, кто подвергся этой процедуре. Чаще всего люди умирают во время праздников, особенно на Рождество, в России на Новый год, соответственно. Однажды утром в течение недели между Рождеством и Новым годом я дала инструкции о том, как выполнить сердечно-легочную реанимацию 5 звонившим подряд, и все они потерпели неудачу. Все это произошло буквально за 1 час. А сейчас, пожалуй, это самый просто... страшный звонок 911. Девушка успела позвонить в службу спасения за даже говорить ничего не хочу. До своей смерти. А затем трубку взял убийца. Лагмонт, Колорадо, 4 утра. 911, what's the address of the emergency? I need you to say the address. I can't understand you. No. Hello? Hello? Okay, this Hello? is 911. What's going on? I just shot everybody right now. You just shot everybody? Yeah. Okay, what is your name? Daniel Sanchez. Okay, how many people did you shoot? 3. You shot who people? Who did you shoot? My ex-girlfriend, because she was cheating on me with Roy. Здесь я должен... О боже. Вот эти вот звездострадания. Это моя бывшая, она мне изменяла. Я ее... Да я тебя люблю, да я вас всех люблю.
О боже, это просто без комментариев. Должен прервать звонок, потому что дальше он... Короче, он сделал то, что YouTube блокирует намертво сразу. Поэтому всю запись выложу в телеграм-канал. Переходите по ссылке в описании. Зачитаю вам несколько историй, которые рассказывают в интернете бывшие сотрудники 911. Однажды нам позвонила девушка и сообщила, что ее молодой человек украл у нее какую-то вещь и угрожает расправой. Она закончила разговор, но забыла нажать кнопку завершения вызова, видимо, думая, что это сделаю я. Однако по правилам мы не имеем права первыми прерывать связь. А затем я услышала, как девушка заявила... А наши операторы об этом знают. Я просто... Сколько раз мы в рейды ходим, всегда вообще трубка бросается. Просто по КД. Своему парню, что она оболгала его, и теперь у него будут огромные неприятности с полицией. Ее арестовали за ложный вызов. Однажды мне позвонил 17-летний парень. Он вернулся домой с ночевки и обнаружил, что его мать переехала. Она просто собрала все вещи и все, что было в доме, и уехала, пока его не было, не сообщив ни адреса, ни информации для переадресации. Так можно, что ли, было? Также в то утро она отключила его мобильный телефон, так что буквально единственным номером, по которому он мог позвонить, был 911. Он так старался не плакать, и его голос дрожал, когда он продолжал извиняться передо мной за звонок в службу 911. А вообще ужасная история. Прикиньте, вы приходите домой, а там пусто. Однажды мне позвонили по поводу того, что машина съехала с набережной в реку. Полицейские прибыли на место происшествия и начали обыскивать уже мертвые тела. Мне передали имена погибших из машин, и все они были моими друзьями. Я знал 5 из 6 человек, находившихся в машине. Это была чрезвычайно тяжелая ночь. 1 декабря 2019 года. Штат Мичиган. 22-летний Кристофер Нил с женой и ребенком находится у себя дома. Он смотрит телевизор, когда внезапно... Я никогда не думал, что меня настолько впечатлят вот такие вот вещи. Это просто, это охренеть можно. В дверь вломился неизвестный с оружием в руке. Он велел запереть все двери и позвонить в полицию. Мужчину звали... В дом вломился неизвестный с оружием в руке. Еще двери не закрывают, что ли? Уильям. 911, what is location of your emergency? Yes, there's a man in my house right now. What is, hold on, stop for a second. Why are you in my house, bro? Tell me to talk to him. You don't get speakerphone. Why are you in my house, though? I'm not gonna harm you guys. All right, I promise. Shake my hand. Where is William at right now? Пожми мне руку. Standing next to me in my hallway. William! Yes, ma'am. William, okay. Can Christopher and his wife and daughter step outside? No. What? They're safe. They're safe? They're safe. Stop right here with me, man. No, I ain't going anywhere. You're going there with me, man. William, Yes, ma'am. what are you, no, what are you trying to have them do? He's coming in the room with me. That's it. Why is he going in the room with you? Why are you locking that door? Don't lock that door, bro. You all right, man? I just gave you my word, man. You straight. I get what you're saying, but you got 2 guns, bro. You're safe. You got 2 guns? Look, man. Listen. I'm not harming you. I promise. My word. My life just got threatened, man. I can hear you, bro. You understand me? I hear you. I got threatened last night. Okay, I get you, bro. I'm not harming you or your children or your wife. Уильям положил трубку. В этот момент оператор дозвонилась Это до жены просто... Кристофера, которая находилась на 2-м этаже здания. Okay, and what's going on right now? I don't know. I'm upstairs. All I can hear is them, like, slightly talking. Do you know who's in the home? No, Я так понял, сколько там? 5 минут, да, у них едет полиция? То есть, вот у них во время вызовов прям приезжают очень быстро, ультра быстро. we have no idea. You have no idea who it is? He barks in our back door with 2 guns. С двумя пистолетами. I just heard a really loud noise. I think it was gunfire. You heard a loud noise? Yeah. А затем оператор снова перезвонила Кристоферу. Hello? Hello? Is this Christopher? No, Christopher's dead. Через несколько минут полиция ворвалась в дом. Уильям пытался сбежать через окно. При этом он открыл огонь по полицейским. 3 он ранил. Тем не менее его арестовали. Полиция спасла жену и ребенку Кристофера, но его самого нашли уже мертвого.
Когда выясняли причину всего произошедшего, Троих ранил. выяснилось, что Уильям был под воздействием запрещенных веществ. Больше всего меня в этих историях удивляет, насколько оперативно работает служба спасения. Прибыли на место спустя 8 минут, 4 минуты, 7 минут. Я думаю, я за 8 минут... Я помню, мы в предыдущей серии, да. Сколько там раз звонили? 112 люди. 3 часа, 4 часа. Часа. Ноутбук открываю, больше ничего не успеваю. Удивительно быстро. И следующая история. Самый лучший пример оперативной работы 911. 47-летняя Лаури Улвестед ехала по трассе, когда в ее машине заклинила педаль газа. I'm on 35 northbound. I'm at mile marker 86, and my car is just picking up speed. Are you able to hit your brakes at all? I've tried everything. Okay, have you put your car in neutral? I can't get it to move. I can't get the car to shut off. Машина набирала скорость, и женщина не могла затормозить. Счет пошел на считанные минуты. I Офигеть. just filled my gas. I have a full tank of gas. And you're not able to stop the vehicle at all, are you? No, I can't. Okay, I want you to stay on the line with me. And I'm so scared. Calm down, Lori. I'm coming up on a bunch of cars. Okay. Lori, can you turn off the ignition? I want to push start button. I don't have a key. Can you try and push the button? I pushed it and held it down, and it's not. Lori, can you very slowly put your emergency brake on? I tried. I'm going 98 miles an hour now. 150. hold on. Oh, God, I have truth in life. Okay, calm down. Start honking your horn and flashing your lights. Oh, my God, it's stressful. I know you're scared. But you're doing a good job, Lori. There's going to be another officer coming up in a private vehicle. Oh, my God, I'm going 108 miles an hour. Going 108 miles an hour. Очень быстро оператор нашла машины полиции недалеко от женщины. Те, в свою очередь, обнаружили машину и стали расчищать дорогу перед ней мигалками. Кстати, позже полицейские отметили, что некоторые водители не уступали дорогу. Всегда освобождайте Ну, по дорогу факту, да. пожарным, скорой помощи, полиции. Всегда. It's okay. They're going to clear the roadway. My God, I know, but we almost hit him. I know. You know, people are, you know, they don't think like that. Okay, Lori, you see them? They're in front and one's in back of you? Yes. Is it a trooper in front of you? They're going to clear the roadway, okay? Okay. So you're gonna be fine. Just stay with me. I'm so scared. I know. Have you tried the cruise control? Yes. You with me, Lori? Yes. Okay, calm down. Stop crying, honey. You're gonna be fine. Женщина проехала 94 километра. Чего? И жизнь этой женщине спасла как раз оператор 911. Она предложила поднять педаль газа и одновременно нажать на тормоз. И это сработало с третьей попытки. А сейчас я вам расскажу о самом плохом работнике 911. Ее зовут Криншанды Уильямс. Работала она в Хьюстоне. За полгода своей... 90 километров. Они ни в кого не вошли на такой скорости. Нет, ну оператор и службы, конечно, полиция здесь просто это... Ну это жизнь спасли человеку. своей работы она оставила без помощи более 1000 человек. 99% разговоров заканчивались спустя всего 20 секунд. Чаще всего женщина брала трубку, выслушивала первую фразу, а затем отвечала, что у нее нет желания с этим разбираться. 12 марта 2016 года ей позвонил мужчина и рассказал об ограблении около небольшого магазинчика. Преступник был вооружен. Оператор уже по привычке повесила трубку почти сразу, а продавца того магазина в этот день убили. Было проведено служебное расследование, в результате которого выяснилась профнепригодность Уильямс. Ее уволили и арестовали. Но вообще непонятно, как в принципе. Как она столько попала на эту проработала, да. Друзья, у меня на канале есть ролик про диссоциативное расстройство идентичности, простыми словами, раздвоение личности. Его Чат. Мне кажется, я знаю, кого этот контент заинтересует.
Я думаю, я знаю, какой новосибирской единице надо скинуть этот контент. Надо будет глянуть, да, в следующий раз. Вот в следующем звонке Донован Николас заявил об убийстве. Причем обвинил в совершении преступления он свою вторую личность. 911, where's your emergency? It's Clark County with the transfer. He's up. I just killed my mother. And What happened, sir? I just killed my mother, and I need to go to the hospital. And what happened? It wasn't me who killed her. It was Jeff. What happened? Who did it? Jeff. Yeah. I'm sorry, this is going to be really hard to explain, but I kind of have another person inside me. Like. What happened to your mom? He killed her. He snapped. Okay, what's your name? Mine is Donovan Asher Nicholas. All right, are you able to say who's with you? I am by myself, me and Jeff. Okay, and what happened to your mom? What did you do? He stabbed her. Then he shot her. Донован убил свою мать. Я не представляю, это... Вы представляете, если здесь всего 2 личности, а там-то их целых 6-7? Хайди Тейлор. Тем вечером он взял на кухне нож и позвал Тейлор вниз, спрятавшись за дверью. Ничего не подозревая, она спустилась, а затем он ударил ее ножом. Завязалась драка. Женщина пыталась отнять нож, но в итоге Николас взял из спальни отца пистолет и выстрелил в женщину. I swear it wasn't me. It was Jeff. Jeff is inside me. Jess is inside you? Yes. Okay. He sometimes takes control, and I have no control over him. Why did Jess hurt your mom? He was always tired of her. She told her, like, ignore me. Like, once she hit me, and she was just, she was done. В итоге он нанес мачехе 60 ударов ножом. 60. Давайте еще раз, вот как я в том ролике покажу. Значит. Вот столько он ее бил. А главное, вы просто посмотрите на него. Вот как бы так сразу и не скажешь. I am so scared. I didn't want to kill her. I hate Jeff so much. He's gonna make me die in prison. I'm just so scared of prison. I swear it wasn't my fault. You said Jess did it. There's Jess there. Is he still there with you? Well, yeah, Yeah, he's always inside me. He always talks to me. Это просто... Here they are. Who's there? The police are... Другой личностью Донована была вымышленным персонажем фильма ужасов. Джефф — это маньяк безпожизненное, но через 28 лет у него будет право выйти досрочно. И его второй личности тоже. 1 на 2, говорит. Знаете, я огромное количество записей прослушал, когда готовился к этому ролику. Кстати, если вам нравится и вы хотите вторую часть, обязательно напишите в комментариях, потому что у меня есть очень много сохраненных записей, жутких записей. Так вот, я прослушал очень много записей. Я чуть не сошел с ума, и это ужасно. Но вот эта запись, наверное, она самая необычная из всех. Dispatcher? What's the matter? He's
Рот заклеен. What's the matter? Do you need an ambulance? Are you breathing okay? Is there anybody else there with you? If there's somebody else there with you, can you put them on the phone? Okay, stay on the phone. It's going to sound like I'm hanging up, but I'm not. I'm going to be dispatching an ambulance, okay? Okay, just stay on the ambulance with me. Stay on the phone with me. Who's that? Is that a neighbor? Who is that? I love you. Чего? Разжевал? Так, ладно, погнали дальше. Да, судя по всему, у звонившего не было языка. Who is that in the background? Is that a relative? Okay, why won't she come on the phone? Okay, just stay on line with me. Has that person been drinking? What's going on? What is she doing to you? Okay, there'll be someone there shortly. There's an ambulance on the way, okay? Just hang on. Прибывшая полиция обнаружила женщину, 57-летнюю Карен Людерс. Когда полицейские пришли, она плеснула в них кофе и начала петь песни. А когда полиция вошла в дом, она обнаружила мужчину в крови. Это был ее муж. И Карен откусила ему часть языка. Причем в тот момент, когда муж потянулся ее поцеловать. И еще, что же... Вот как теперь мне дальше жить? Вот скажите. Просто плюс фобия. Как здесь дальше? Офигеть. Что было дальше? Полицейские нашли откусанную часть языка, отвезли мужика в больницу, и там этот язык пришили обратно. Затем женщину признали невменяемой, и судья разрешил паре дальше жить вместе при условии, что она продолжит лечение. Это безумная история. Ну нахер. Ну да. Помните, я говорил, что нельзя звонить в службу спасения просто так? Нельзя отвлекать спасателей. Так вот, недавно в интернете разлетелась запись, в которой 4-летний мальчик звонит в 911. Прослушайте ее и напишите в комментариях, как считаете вы, можно ли звонить в 911 с такой просьбой. Yeah, I need some help. What's the matter? With my math. Was your mouth? No, it's my math. I have to do it. Will you help me? Sure. What kind of math do you have that you need help with? I have takeaways. Oh, you got to do the takeaways? Yeah. Tell me what the math is. Okay. 16 Yeah. take away 8 is what? You tell me, how much do you think it is? I don't know, 1. No. How old are you? I'm only 4. 4? 4 по математике задача в 4 года? Yeah. What's another problem? That was a tough one. Oh, here's one. 5 take away 5. 5 take away 5. And how much do you think that is? 5. Johnny, what are you doing? Just playing that off of me right now. What did I tell you about playing on the bed? Poor mother. Need help? The car says that. I didn't mean to play. В общем, мальчика действительно нужно было спасать от математики, и он позвонил в службу спасения. Все логично. Напишите в комментариях, а с какой проблемой, если бы можно было, позвонили бы вы
в службу спасения. Пока. Тот же самый вопрос. Я жду нового выпуска. Мне больше сказать нечего. Это слишком круто.